прошлой главе Тихира столкнулся с новым противником из группировки черных магов Хисяку. Но кто ж знал, что этот человек окажется чуть ли не основной целью, которую хочет уничтожить главный герой. Раскрытие мотива убийства Ракухира Кунисиги, а также пробуждение магической катаны, рассекающей облака. Так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манху Манхуа вы сможете на rimanga.org. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. В 31 главе Кагурабачи Хакадзуна порадовал нас новой цветной страницей, посвященной арке Ракудзаичи, запечатлев на ней основных действующих персонажей. Сазанами Кьору, его детей из отряда Тоу Хиюки с ее напарником, как всегда главного героя в пафосной позе, и Хакури Сиба. Однако новый персонаж выглядит куда интереснее, ведь это первый противник из Хисяку, с которым лично столкнулся Ракухира Тихира после смерти своего отца. Вспоминая весь тот ужас, как они незамедлительно бросился к противнику и прижал его к стене. Тихира явно сейчас был очень зол и растерян появлению одного из тех, кому он противостоит. У него было много вопросов от того, откуда этот человек знает о том, кто он такой, ибо в тот день его там не было. Какая истинная цель у их организации и зачем они явились сюда? Мужик, конечно, знатно прихерел, что его кто-то еще смеет допрашивать, ведь он является главой Хисяку. И это именно он организовал убийство Ракухира Кунисиги. Услышав эти слова, главный герой буквально встал в ступор, ведь по сути перед ним сейчас стоял убийца его отца. Вот только он не намеревался раскрывать секреты их группировки, после чего противник с априкота сбивает хватку оппонента и тут же мгновенно заходит за спину, чтобы совершить следующий удар. Но Тихира, используя молнию катаны, рассекающую облака, успевает увернуться, однако враг, не сбавляя темп, оттолкнулся ногой от стены и с разворота грохнул своего оппонента в древесный барьер, который моментально сковал его. При этом в бою против главного героя он даже не использовал свою магию, что уже много чего говорит о его силе. Хотя, конечно, нельзя исключать тот факт, что Ракухира использует сломанную магическую катану, сила которой постепенно угасает. И тогда главный герой задал тот самый вопрос: почему они убили его отца? После чего все начало вставать на свои места. Глава Хисяку явился сюда как раз таки для того, чтобы утихомирить главного героя, поскольку его целью является аукцион Ракудзаичи и его главный лот. Магическая катана истинный удар. Но выкупать ее он не собирался. Главарь Хисяку был в сговоре с Сазанами Кьорой и намеревался именно что стать владельцем той самой магической катаны, созданной кузнецом Кунисиги, которая 18 лет назад принесла Японии победу. А так как нынешний владелец, связанный с этой катаной контрактом жизни и смерти, находится в руках госорганизации Комунаби, целью этого человека является убийство предыдущего владельца катаны. Тихира также осознавал, что противник собирался сделать, вот только ему было неизвестно, с какой целью этот человек хотел использовать силу катаны. Однако, даже не вникая в детали, уже становится понятно, что эти двое чересчур сильно заморали свои руки в крови, и поэтому Гага ни за что не позволит им заполучить истинный удар. Но что еще волновало Тихира, так это почему Хисяку не прикончит его. Он ведь мешает им вести свои преступные дела. На что их главарь ответил, что его время еще не настало. К тому же, по словам злодея, сломанные пронзающие облака не представляют для него угрозы, а значит, для него он был по сути безоружным. Сейчас времени у них было хоть отбавляй, противник хотел потянуть резину, пока не начнется нужный этап на Ракудзаичи, после чего он вовсе и такое выкинул. Этот человек поинтересовался, проросли ли в ГГ семена ненависти, посеянные в тот день. Это привело в ступор не только Тихира, но и меня, ибо тогда получается, что главного героя не просто так оставили в живых. Злодей намеренно сохранил ему жизнь и зародил в нем ярость, вот только с какой целью он это делает. Далее антагонист хотел продолжить разговор о смерти Кунисиги, но еще одно упоминание о его отце из уст этого ублюдка просто выводило из себя Тихира, после чего, вспоминая то время, когда он был вместе
вместе со своим отцом и что вообще для него значило его дело, главный герой использует молнию Мэй, активируя технику Шред расщепления. И это просто удивительно, ведь ранее я думал, что это была особенность только его магической катаны Небеса Бездны. Но выходит, расщепление это именно та техника, которая исходит от самого Тихира. И эти множество маленьких молний уже разрывают сковывающую его древесину. Что же, глава вышла очень достойной. Я не ожидал, что главарь Хисяку покажется так скоро, особенно в столкновении с главным героем. Жаль, конечно, что Тихира не дослушал подробности о смерти отца, ведь так, может быть, нам стало бы известно, с какой целью Хисяку оставили его в живых. Но вместо этого ГГ пробуждает в катане рассекающие облака технику, которую Ракухира применял в собственной магической катане. Не думаю, что ему удастся победить антагониста сейчас, однако будет интересно, сможет ли ГГ помешать злодею завладеть истинным ударом. Следующий видос по 32 главе Кагурабачи выйдет уже завтра. Этот же задержался настолько, потому что я болею, а с понедельника до четверга этой недели мне было уж очень плохо. И также не забывайте, что почитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Tiraram suas 6 espadas mágicas, mas não conheciam a 7ª. Eu vou matar cada mago negro e recuperar as espadas do meu pai. Vem, tem.